Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся с вами у станции метро Сокольническая. Сегодня ровно 90 лет, как был открыт московский метрополитен. И одна из самых первых станций, которая заработала в Москве, это станция метро Сокольническая. Здесь намечаются празднования. Ну и давайте мы немножко пройдем с вами, посмотрим. 15 мая 1935 года станция метро Сокольническая. Вот, смотрите, московского метрополитена. Именно здесь началась история московского метрополитена. Первая шахта, которая была заложена в 1931 году на улице Русаковской, дом 13А. Находится совсем здесь недалеко, улица Русаковская. И оттуда началось строительство тоннелей московского метрополитена. Не зря эта ветка сейчас красная ветка номер 1. Здесь знаменитые скульптуры спортсменов, дискобол. Вот он, дискобол. И девушка с мечом, с ядром, с мечом, ядрометательница. И по рассказам многих очевидцев, которые строили первые ветки метро, когда спускались в шахту, здесь грунты очень сильно обводненные. И, говорит, первое желание было выскочить оттуда и больше туда не появляться. Но потом все уладилось, и работы шли своим чередом. Конечно же, технологии ушли сейчас вперед. Если в те времена многие сложные участки при строительстве обходили просто обводненные участки, другие, где грунты подвижные, все это пытались обойти. Сейчас, конечно же, при новых технологиях, при новой щитовой проходке на это даже не обращают внимания. И иногда даже этого не замечают. Ну и давайте мы посмотрим с вами. Вот посмотрите. Катают здесь на лошадке, круги нарезают совершенно бесплатно. Празднование идет полным ходом. Конечно же, 90 лет назад уже, скорее всего, не осталось ни одного строителя, который строил метро, первую ветку Замоскворецкую, ранее назывался Горьковская. Ну и вот, посмотрите, да, когда это можно было в машину залезть и посидеть, а сейчас сейчас это возможно. Можно даже заглянуть вовнутрь. Ну, здесь руками ничего трогать нельзя. Везде в очереди, все люди любопытные, хотят. ГАЗ М1. ГАЗ М1. Четырехдверный седан. Так он выглядит. Интересно, приехал своим ходом он или привезли его на эвакуаторе? Ну, здесь вот его характеристики. Трехступенчатая механическая максимальная скорость, которую он развивал, 105 км в час. Габаритные размеры. Переднемоторная, заднеприводная. Масса 1370 килограмм. Но в то время тогда не было званий, а были должности по категории. В данном случае даже до этого. То есть это категория 7. Ну, пойдемте дальше. Посмотрим. И сейчас с 2011 года ввели в эксплуатацию 122 станции метро. Темпы, конечно, колоссальные, впечатляют. Как вы помните, 1 марта 2023 года была запущена в эксплуатацию полностью большая кольцевая линия. 30 километров. И, пожалуй, это вот
в 2021 веке, вернее, пожалуй, такое вот в Москве самое грандиозное событие. Запускались поэтапно станции. Какие станции были готовы, не ждали, пока все полностью будет построено, участками. Запускали участками. Ну и вот мы смотрим с вами фотоателье, где можно сделать такую ретро-фотографию. Ну, туда, конечно, не пройдешь. Смотрите, сколько народу. И вот интересно, смотрите, есть метро. Установили вагон. Вагон типа Г. Почему он называется вагон типа Г? Под номером 530, вот даже видно здесь. Раньше он ходил на Горьковской линии, ныне Замоскворецкая ветка метро. В эксплуатацию он был с 1939 года по 1983 год. И вот он сохранился, его, естественно, отреставрировали и поставили вот его здесь для всеобщего обозрения. Туда проходят экскурсии, конечно, народу очень много. Хотят там посидеть, там, по-моему, даже рассказывают его историю. Вагон типа Г за номером 530. Сейчас мы даже подойдем, я вам покажу, там есть описание. Я его еще увидел давно, думал все пойти пораньше, но решил вот. Смотрите, секцию рельсы шпальной решетки уложили. Ширина колеи такая же, как и на железной дороге, 1520 миллиметров. Вот они, вент вытяжки большой кольцевой линии. А вот здесь вот находится уже метро, станция метро Сокольники большой кольцевой линии. Ну и вот смотрите, какой вагончик. И там вон идут конкурсы, викторины дальше. Такая очередь сюда, чтобы попасть. Чтобы попасть, нужно отстоять такую очередь. Многие наверняка старшее поколение застали. Это люди сами. Тогда Вагон подходите типа вот Г, сюда. как я сказал, за номером 530. А здесь где? При реставрации был Это депо люди, Измайлова они библиотеку. стоят где-то еще Этот минут 40 вагон. стоять, чтобы самим пройти, посмотреть вагон без экскурсии. То есть мы все равно, если я там стою, я в принципе тоже могу сходить. Да, А вы с экскурсией можете. это у вас. А с экскурсией это у нас. Да. Все, хорошо, поняла. Серийно выпускался На 6 часов. с 1939 Но мы по работаем до 1942. воскресенья каждый день, и экскурсии в таком же режиме с 10 часов. Так что можете, да, приходить. Кому интересно, поставьте на паузу. Экскурсия, да, и 25 минут прочитайте. идет вместе с гидом. потом? Вот. А когда очередь это начинает двигаться? Это очередь на самостоятельный осмотр, то есть это без гида. С гидом у нас записывается. Она когда двигается? А она начнет двигаться где-то через минут 40, даже быстрее. Вот здесь видите, экскурсии с гидом есть и самостоятельный осмотр вагона. Здесь такие проводники. Смотрите. Смотри, Сережа. Вот так, да, отлично, зафиксировали. Застыла эпоха. Фотография. Сделайте нам двойное. Давайте я вас всех фотографирую сначала. Всех, кто есть. Всех. Приехал заново все программу. Оригинал, тем более с индийской франшизой. Ну вот в этом павильоне тоже, смотрите, туда очередь огромная. Там этапы строительства метрополитена. Как
как развивался московский метрополитен. Тоже очередь огромная. Вот видите, выставка в тоннель времени. Кому интересно, Я не почитайте. увижу, как рукой. Ну, вот, как я уже сказал, тоннель времени. И станции Комсомольская. Ну и вот там уже небольшая такая трибуна. И тут на помощь. Сцена, вернее, сцена сооружена. Рандомный выбор. И там вот рассказывают. Точка. Рассказывают про Итак, кто же у нас остался? Московский Интересно, есть ли у нас метрополитен. какой-то соперник у станции Комсомольская? Или это сделан в виде уже тоннеля. финал? И победителем в нашей интерактивной программе на станции, И вот здесь которые, тоже. честно говоря, были созданы, это не самые новые станции. Это мы с другой станции стороны подошли. уже в своей истории. У нас побеждает станция Комсомольская. Вам аплодисменты. Вы сделали этот выбор. Я напоминаю для тех, кто к нам только присоединился, что мы сегодня с вами празднуем 90-летие московского метро. 15 мая 1935 года появился в метро первый поезд. Первый поезд, он символизировал открытие московского метро. Этот поезд двигался от станции метро Сокольники до Парка культуры. Время в пути составляло 21 минуту. Слушайте, это был рассказ. прорыв, это был новый подземный От город, Сокольников до который Парка культуры. только начинал свою историю. И огромное количество тружеников, причем людей, которые своими руками делали тоннели. Это одно. Инженеры — это другое. Проектировщики — это третье. Каждый советский человек пытался вложить частичку себя в то, чтобы появилось московское метро. И оно есть, и на сегодняшний день оно является лучшим. И в то же время оно является лучшим благодаря тому, что в этом метро ездят такие потрясающие, обаятельные пассажиры, как вы. Огромное вам спасибо, дорогие пассажиры, потому что мы лицо московского метро в любом случае, как ни крути. Мы с огромным удовольствием поздравляем всех сотрудников московского метро и всех, кто приближен к этой большой инфраструктуре, к этой истории, которая насчитывается уже 90 лет. Я обращаю ваше внимание на то, что у нас есть площадь, которая от метро. И там на этой площади есть определенное количество разных интересных историй. Там есть, во-первых, киоск «Союз Печать», в котором можно взять газету. Это первое. Второе, можно написать себе письмо в будущее. То есть сегодня вы пишете письмо, отправляете его, и в какой-то момент оно придет к вам домой. Сокольники вот практически до вот этого павильона, который находится здесь, не исключено, что оно придет и сюда. Это будет шествие, в котором очень хотелось бы, чтобы каждый из вас сегодня дал возможность. в такой ретро-одежде на лошадке. Здесь вот можно поиграть, даже видите, столики для детей. Палатка «Союз Печати», что он говорил вот сейчас, ведущий. Газеты уже все разобрали, ничего нету.
«Домино», газеты того времени. Смотрите. 8 июля 1935 года. Суббота. Раньше, помните, вот старшее поколение помнит, были везде вот такие стенды с газетами. И люди, идя на работу, читали. Честь товарища Сталина. Лошадка дает с норовом, гляньте. Конь. В развитии животноводства. Почта. Как помните, пишут письма на деревню дедушки. Ну, вот такой здесь происходит праздник. И давайте же, конечно, спустимся в станцию метро Сокольники. Первая станция московского метрополитена. Ну, будем говорить, одна из первых, потому что сейчас, если вспомнить, на Филевской линии метро Арбатская, Смоленская, Киевская тоже были открыты. Это Филевская линия, тоже были открыты 15 мая 1935 года. И метромост над Москва-рекой, который проходит от станции метро Смоленская, Филевской линии. Вот он, старейший метромост Москвы. Многие наверняка его знают. Так что, дорогие друзья, несколько линий сразу было открыто, станции вернее. Ну а первый поезд прошел, как вы уже слышали, от станции метро Сокольники до парка культуры. И время в пути составляло 21 минуту. Ну, вот мы видим с вами. Здесь уже вот указатель. Первая ветка, посмотрите. Не зря она названа первой. И 11-я. 11-я это большая кольцевая линия. Ну и давайте зайдем. Вот у нас зеленый. Зайдем и посмотрим первую станцию московского метрополитена. Это вот туда переход на большую кольцевую линию. А здесь, как мы видим, первая красная ветка. Станция метро Сокольники. Представляете, 90 лет. 90 лет этой станции. Вот здесь повесили красные стяги такие вот. Даешь метро. И как нам повезло, посмотрите, мы пришли. И сразу два поезда. Москва. Встречает вот так выглядит станция московского метрополитена. Станция метро Сокольники. Тут еще, смотрите, путевые стены. Такой кафельной плиткой обделаны. Сейчас уже такого днем с огнем не найдешь. Но здесь вот история. Ну и, конечно же, день московского метрополитена. Все фотографируются.
На этом все, дорогие друзья. Буду я заканчивать. Поздравляю всех с таким вот большим событием. Московскому метро 90 лет. Конечно, лондонское метро старше, но это, как говорится, не принципиально. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего вам хорошего и до свидания.